Привет! Вот еду в Будапешт и хочу заметить, что в Венгрии очень много скамеек, мусорных баков. Все знаки написаны с номером дороги, не то что просто стрелка, а там еще рядом написана какая трасса, очень удобно, вот это мне нравится. Поехали! Сейчас водитель угостил меня таким как рулет, порезанный как пицца так. И по вкусу как картошка, если кто-то помнит, кондитерское изделие картошка. Очень вкусно. В Венгрии видел уже 2 Жигуля. Ну, конечно же, и Карус, но я не заснял. И тут висит такой радар, который измеряет скорость машины. Он на машину не реагировал. Я прошел, он показал 70. Типа я превысил. Ну вот и конец всему. Шел я, вышел на автобан, работник автобана останавливался, что-то хотел мне сказать, я не понял, плюнул, пошел дальше, но он говорил, что нельзя идти пешком. Потом меня забрала опять полиция, подвезли меня 5 километров на парковку. Я говорю, я тут буду неделю стоять. Да, ничего не понимают, как-то по-английски говорят и никак не говорят. И я уже тут больше часа, больше не знаю сколько и что делать. В туалете, что ли, спать, ну так все равно надо идти, никто не останавливается и не знаю, вот полиция едет уже. Ну и я хотел идти дальше по трассе, чтобы опять меня забрали они, потому что выбора уже не было, я не знаю, что делать, короче. Но вот они приехали и там поговорили через переводчика, телефон, в общем, женщина сказала по телефону, полиция поможет там, пытается помочь тебе. Отвезли меня в соседний город тут. Говорят, вот есть поезд, автобус, остановка, если что. Но вот я попробую просто зайцем на поезде проехаться, посмотрю, как тут. Если нет, пойду на автобусную остановку голосовать. Ну, тут из города лучше, хотя бы не трасса. Но уже время, конечно, позднее. Просто уже такие ситуации начинают надоедать, я устал. Если у кого-то есть работа, у меня ничего нет, ни денег, ничего. Но я могу приехать в любую точку Европы почти. Если есть работа, я на месяц-два приеду обязательно и поработаю. Вот. Ну, я поехал на поезде. Тут 2 пересадки. Полпути я проехал. Один кондуктор сказал, ну нет денег, нет билета, и ушел болтать с девушкой какой-то. Сейчас я 40 минут проехал. Подошел кондуктор, мне сказали, можно заплатить потом штраф в течение 3 дней. Кондуктор, короче, меня выкинул на какой-то остановке. Буду ждать еще час-другой и как-то так перебираться, потому что темно и уже про автостоп вообще можно забыть на всю жизнь. 170 километров за 12 часов. Ужас. Осталось примерно 60. Не знаю, я просто буду идти ночью. Не хочу ничего уже. Все, я в Будапеште, вроде где-то рядом с домом. 11 часов почти. В общем, ужас. Сейчас приду и застрелюсь. Пш!
Очень ветрено. Город красивый, очень мне нравится. Вот сюда надо вернуться не на один день, а неделю-две. Тут проходит река Дунай. И на этой части, на которой я остановился, это часть Буда называется, Старая Пешт, которая часть Буда, она холмистая и очень хорошие панорамные виды. Просто завораживает. С погодой, конечно, туман сегодня, а вообще тут, когда все зеленая, река, говорят, синяя такая, бирюзовая, наверное, и очень красиво. Меня впечатлил уже Будапешт, сейчас пойду еще погуляю. Будапешт 1873 года. Живет тут людей практически как в Латвии. 1 миллион 750 тысяч. Вот. В Будапеште самая крупная купальня вот под открытым небом. Много кто ездит на эти источники, греется. Сейчас даже там 25 градусов может быть. Я плавки не взял. Самая большая купальня в Европе. В Будапеште родился Эрнё Рубик. Ну, если кто знает кубик Рубика, вот он отсюда. Еще в Будапеште самый длинный, самый старый метрополитен в Европе. Один водитель сказал, что строили советские люди, но что-то не верится. В общем, после лондонского метро Будапештское на втором месте. Венгерский язык, он как бы из семейства финно-угарских, но нам, короче, даже слова не понять, что они говорят, потому что очень сложный язык. Да, не похож ни на какой другой, ничего не понятно. Название города стало от объединения 3 городов: Абуда, Буда и Пешт. Так Будапешт вышло. Но мне сказали еще, что в Абуда не знаю вообще. И что был он сначала Пешт, Буда. И как-то не пошло это. И в 1870-х, по-моему, переименовали в Будапешт. Вроде так, точно не знаю. 3 городов, которые на Дунае стоят. И, кстати, вагоны для метрополитена делают в Мытищах в Московской области, кто знает. Но сразу говорю, вся эта информация непонятная вообще. Типа тут трамваи самые длинные в мире. Не знаю, мы ехали, трамвай как трамвай. Но красиво. Как всегда, со временем не очень, так что я перестал искать там потом дальше факты какие-то, куда пойти. Город и так большой, все не успеешь никогда. Так что буду, просто погуляю, пройдусь в парламент, посмотрю церквушку там какую и пойду домой. Во!
камеру можно не выключать, просто на каждом шагу красота. Я не знаю, надо сюда ехать на неделю точно. Так, может, кого заинтригует, так приедет турист сюда хотя бы еще один. Ну, шикарно, вообще нет слов. О, а вы не видите, а вижу еще красивее там. Ха! Вот ботинки, это как бы памятник жертвам Холокоста. Здесь около реки Дунай их заставляли снимать ботинки и их застреливали и скидывали в реку. Мне сказали, что много кто возмущался, что у них такой крупный парламент, больше, чем в некоторых больших странах. И просто раньше Венгрия была намного, у них территория была больше, потому что и Пенсильванию у них румыны отобрали, как бы, и словацкие места тоже были их. Вот там я остановился на пару ночей, рядом почти. Вот, как я понял, это статуя свободы, Либерта. Может быть, ошибаюсь. Туда я уже не заберусь. Даже если заберусь, уже будет темно через полчаса-час. Туман и темнота, и ничего не будет видно в следующий раз. Сюда, конечно, самое классное на месяц пожить, почувствовать город. Так, ну, очень-очень мне понравился.
Хоть я тут, в принципе, особо не погулял. Могу ехать на автобусе, но пройдусь пешочком, сниму еще пару улочек, закоулочек, как я люблю. Завтра буду останавливаться недалеко от сербской границы. Город я потом название скажу, потому что его надо читать. Там такое название, что язык сломаешь. Язык у них очень, конечно, сложный. Язык сложный. Язык языком. Всем ровень. Не ровень, а что-то я вообще несу. И потом ищу уже комнату ищу комнату в Белграде. Поеду в Сербию, посмотрим, там тепло. Уже вообще тут сегодня мы вышли в часов 12 градусов было, в 12, а вообще завтра 17, там теплота, супер. А там еще, наверное, теплее будет. Ладно, ну все, закрываем глаза. Открываем глаза. Решил чуть-чуть подняться, но оказывается, наверное, я все-таки дойду до этой статуи. Ну, прогуляюсь, еще время есть. Все, пару закоулков, и я еду завтра уже в другое место. Теперь все, пока.